Я имею в виду населенных пунктах. Вот. И у итальянцев то же самое. Очень много камер в маленьких таких городках, все, и в туннелях тоже меряют. В нескольких туннелях мы проезжали, 50 километров написано. А в одном из них видел камеры. Я еще так в темноте они стоят, что их не видно. Ну, не знаю, пару раз там у меня скорость была больше, там на 3 километра. Чем это будет чревато, не знаю, посмотрим. Старался нигде не нарушать, но камера потом скажет, если да или нет. По поводу машины, мотор тяговитый, и на шестой передаче, ну, с 50 тяжело, а пятая держит 50 километров, на пятой можешь ехать без проблем. Круиз-контроль бесподобный, держит как влитой. У меня на Тойоте там поскромнее, там держит, все хорошо, но начинается уклон, не знаю сколько градусов, все. Скорость потихонечку там, на 1, на 2, на 3 градуса он подтормаживает сразу еще, успевает. А потом уже нет, не справляется. И когда скорость 4-5 градусов, 5 километров выше заявленной, отрубается. Здесь мне это не стало ни разу. Даже на километр, там где-то с уклона я ехал или еще, на километр даже не изменилось. Держит как влитой. Ну, в горку понятно, она будет добавлять. Тут важно, когда спускается, чтобы система подтормаживала. Так что круиз-контроль супер. Ну, про навигацию уже говорил. Там у них есть... вот знак как раз полиция. И сейчас где-то будет контроль скорости. А может просто стоит, а уже демонтировали. Ну, обычно стоит. Это, что еще хотел сказать? Тут есть вот функция классная. Кемпы. И вот на месте останавливаешься, и он в радиусе 100 километров он их ищет. Ну, он показывает адреса, больше ничего, если там свободный или пустой, или это. Ну, что там, как на самом деле, тяжело сказать. А так, классная штука. Что они тут опять все ремонтируют. Справа что там за него? Нет, туда она же просто заблудилась. Она заблудилась? Ну, она посчитала, что мы туда поедем, потому что мы свернули. Думала, что мы так поедем. Так что вот, на машину вообще нареканий нету. Все как бы это отработала бесподобно.
Вот эти их круги, это круг увеличивает, как сказать правильно, пропускную способность по сравнению с перекрестком на 20% и уменьшает количество вероятных аварий тоже на 20%. Поэтому Италия, она вся в кругах. Она вся в кругах.